Представьте себе, зима, новогодние каникулы, и родители приносят вам в подарок диск с загадочным названием «Фараон и Клеопатра». И в детстве это значило только одно – ближайшие 2 недели пройдут великолепно. Сейчас жанр градостроительных симуляторов не так популярен, но тогда и школьники, и родители часами сидели у компьютера, пытаясь построить идеальный город. Цезарь, фараон и Клеопатра, Зевс и Посейдон. Много для кого эти слова являются отсылкой не к древней истории, а к их собственной, которая, тем не менее, сейчас кажется по-своему бесконечно далекой. Речь идет про серию тех самых игр, выпущенных студией Impressions Games, которые покорили постсоветское пространство в начале 2000-х. И я хочу рассказать про то, как создаются хорошие игры. Итак, чтобы создать хорошую игру, нам понадобится хороший руководитель. И в Impressions Games он был. Вот этот милейший пухляж в очках и есть создатель студии Дэвид Лестер. Он обучался на бухгалтера и в пятницу вечером после работы любил собираться с друзьями и играть в игры в аркадных автоматах, так как на дворе был конец 80-х. По воспоминаниям самого Дэвида, на тот момент особо популярными были симуляторы футбола. И вот Дэвид с друзьями решили выпустить свою футбольную игру и позвать для раскрутки не абы кого, а Кенни Данглиша, который играл за Ливерпуль. Чтобы понять, насколько это была амбициозная задача, Кенни Данглиш считается лучшим игроком в истории шотландского футбола и уже тогда был суперзвездой. И вот наш красивый 22-летний бухгалтер в перерывах между работой зашел в телефонную будку и просто на удачу позвонил в Ливерпульский футбольный клуб. И, видимо, сами боги хотели, чтобы он разрабатывал игры, потому что футболист сказал «да» и назначил Дэвиду встречу со своим агентом. И уже спустя год Impressions выпустили свою первую игру под названием Kenny Dalglish Soccer Match. Вышла она на компьютере Commodore 64 и выглядела вот так. Да, но по тем временам это очень даже неплохо. Совсем недавно игры про футбол выглядели вот так, и большая часть геймплея заключалась именно в том, чтобы разгадать, что именно происходит на экране. И это одна из худших игр, что я играл в своей жизни. Это футболисты или они штурмовики? Они в шлемах или же у них на голове микроволновки? Это команда белых против команды голых? Это звук толпы или это звук океана? Это все поле? Да, это так. И оно окружено водой. Похоже на то. Да, это типа остров. Футбольный остров. Или другими словами, ад. В Англии игра продалась хорошо, и у Дэвида появились деньги, чтобы продолжать эксперименты в игровой индустрии. Экспериментировали они на платформах Atari, Amiga, Commodore 64 и DOS. Можно заметить, что Atari и DOS, конечно, что-то на древнем, но все-таки не настолько древним, как это обычно свойственно моему каналу. Симулятор футбола — это хорошо, но что там про античность и Древний Египет? Для того, чтобы перейти к этой серии игр, нам понадобится ввести еще одно действующее лицо. Это разработчик Саймон Брэдбери. Если это имя покажется вам знакомым, то, во-первых, мое уважение, а во-вторых, скорее всего, вы знаете его как создателя игры Stronghold и основателя другой британской студии игр Firefly. Но начинал он именно как разработчик, и в 1992 году при его участии Impressions выпустили Air Force Commander и Цезарь. И вот тут они смогли нащупать то, в чем они были действительно хороши – жанр стратегии. Можно с уверенностью сказать, что для Дэвида тема того, как создать сложный и успешный продукт – это магнум опус всей его бизнес-карьеры. И что в его случае особенно интересно – игры, которые сделали его студию успешной, тоже исследовали ее. Получилась такая рекурсия. Он управлял студией, которая разрабатывала игры, в которых тоже постоянно надо было чем-то управлять. Вот я с детства мечтал быть директором завода. Вопрос менеджмента, экономики и дипломатии рассматривался на самых разных примерах.
От авиабаз на Ближнем Востоке, которые должны были обеспечивать превосходство в воздушном пространстве, до битвы за престол в средневековой Великобритании, от автоконцерна, где нужно избегать банкротства, до античного города, который будет процветать веками, или же будет уничтожен, причем не обязательно внешними врагами, но, возможно, и собственной экономикой. Если Дэвид горел вопросом управления ресурсами и выпуска успешного продукта, то Саймон всегда был большим любителем историй. Ему нравилось то, что в древние времена и средневековье торговля, политика и война раскрывались в своей прямой, грубой и естественной форме. Это, кстати, та же причина, по которой мне нравится античность. Она предоставляет более дистиллированные и при этом всем понятные примеры. В своем интервью Arcade Attack он говорит: «Игры обладают уникальной способностью делать сложные системы и общества интуитивно понятными для игроков, простыми для понимания и, в конце концов, выражающими их волю. Создание интуитивно понятного интерфейса для сложной системы – это еще одна цель, к которой стремились Дэвид и Саймон. Обратите внимание на то, как круто интерфейс вплетен в геймплей во всех, даже самых старых их играх. Помимо всего этого, Саймон Брэдбери, похоже, был действительно хорошим разработчиком. Он сумел создать движок, который в фоне эмулировал множество параллельных экономических и политических процессов, отображал кучу разных юнитов и строений с разными стадиями благосостояния и не лагал. При том, что это была эпоха не самых производительных ПК. Ну знаете, вот эти вот ламповые компы с пузатыми мониторами. Я до сих пор считаю, что у компа должен быть пузатый монитор, чтобы было за что подержаться. Для сравнения, выпущенный в 2023 году ремейк Pharaon A New Era во многом ругали именно за частые вылеты, неоправданно большие системные требования и файлы сохранения, которые растут до 14 гигабайт. Хоть многие из первых игр импрессионсов воспринимались довольно тепло, в целом бизнес первые несколько лет шел туго. В интервью, в котором Дэвид Лестер обзорно рассказывает о своем карьерном пути, он признается, что тогда часто не спал до утра, пытаясь рассчитать, кому и за что он мог позволить себе заплатить. Приходилось задерживать зарплаты. Да и вообще, рынок компьютерных игр был очень молодым. Инвесторы в Британии не верили, что он долго просуществует, а краудфандинга не существовало как явление. И Дэвид решил переехать в Америку, купив билет на самолет в один конец. Сам он признается, что чаще всего английские компании, переезжающие в Америку, прогорают, но им этот переезд очень помог. Вот там, в Америке, в середине 90-х, к студии присоединяется арт-директор Крис Беатрис. Пока просто запомним это имя. Более подробно о его роли я расскажу позже. В это же время у импрессионсов выстреливают две стратегии – Lords of the Realm и Второй Цезарь. Дела идут хорошо, штат и доходы стабильно растут. И тут, в 1995 году, от Сьерры, очень крупного издательства на тот момент, Дэвиду поступает предложение о продаже студии, как он выразился, за сумму, которая меняет всю жизнь. И Дэвид соглашается. Так что те самые игры будут выпускаться без его участия. Но его видение самого процесса развития чего-либо, то, как он воплощал опыт управления большой системой через простой и интуитивно понятный интерфейс, эту часть 100% заложил именно он. Итак, Сьерра быстро выкупила, что именно у импрессионсов получалось лучше всего, а именно стратегии, а в частности градостроительные симуляторы, и решила сделать ставку на них. Сначала они пошли по проторенному пути, выпустив Третьего Цезаря, а после его успеха принялись за разработку Фараона и Зевса. Насчет программиста. На этом этапе Сьерра отказывается от услуг Саймона Брэдбери. Выпустив Третьего Цезаря, он окончательно отшлифовал его кодовую и геймплейную базу. А так как работал он с командой как фрилансер и находился все еще в Англии, то было гораздо удобнее взять толкового разработчика в Штатах.
Для Саймона это было неожиданностью, но в итоге именно это позволило основать ему Firefly Studio и, пользуясь своими наработками, выпустить Stronghold. Интересно, что в первом издании Stronghold есть специальная благодарность Дэвиду Лестеру. Саймон всегда признавал, что Третий Цезарь и Lord of the Realms оказали очень большое влияние на его собственные игры, в которых он уже выступал как глава студии и гейм-дизайнер. В общем, Дэвид Лестер ушел, Саймон Брэдбери ушел, но несмотря на это, в 1999 году импрессионсы в составе Сьерры выпускают ничем не уступающего в качестве фараона. Именно с этой игрой у меня связаны самые теплые и ностальгические воспоминания. И я совершенно убеждена, что в том, что фараон вышел ничем не хуже Цезаря, а по атмосфере, на мой взгляд, даже лучше, основная заслуга лежит именно на Крисе Беатрисе. Если Саймона вдохновляла суровость и прямолинейность римской цивилизации и средневековой эпохи, то Криса история и стратегия привлекали прежде всего созидательной составляющей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ему больше нравилась тема Древнего Египта. Постройка пирамид – один из наиболее творческих актов человечества вообще. Плюс тут есть где разгуляться на тему управления ресурсами и обеспечения общества всем необходимым, чтобы оно могло производить такие вот монументальные шедевры. Крису не особо нравилась военная составляющая стратегий. Он любил погружаться в медитативный процесс развития. И это тоже одна из причин, почему фараон был для меня настолько залипательным. Забегая немного вперед, скажу, что когда студия Криса Tilted Mill, да, у него тоже будет своя студия, выпустит игру продолжателя дела фараона Immortal Cities Children of the Nile, так вот там Крис сделает еще больше упор на том, чтобы игрок мог почувствовать вот это биение жизни. Например, он добавит режим полного контроля камеры, который в Фараоне и Зевсе просто напрашивался. Особенно в Зевсе, потому что там гораздо больше разных забавных мизансцен и деталей. Вот тут пожарный не видит, что у него горит плащ. Тут забавно подскальзывается торговец маслом. В театре можно посмотреть, какая сейчас идет постановка, и они будут меняться. Вообще, именно игру «Зевс. Повелитель Олимпа» я считаю вершиной развития серии, потому что в ней появился юмор, мифология, и кроме того, она реально хорошо отображает жизнь античного полиса. Наши ядовитые укусы — подарок вам! Не в том плане, что в древние времена боги реально ходили и агитировали строить им храмы, хотя это тоже существовавшие античные сюжеты, или что от них можно было получить практическую помощь. Так, например, Ареас сам лично будет сражаться за вас со своим элитным отрядом, если построить ему храм. А в том плане, что если вы хорошо наладите экономику, это позволит вам развивать спорт, культуру и философию, отправляться на состязания и симпозиумы, и таким образом соседи будут вас уважать, и вы запомнитесь как действительно хороший правитель. Итак, в 2000 году выходит жемчужина под названием «Зевс и Посейдон», а потом случается жопа. Причем, как это часто бывает, жопа случается многовекторная. Началась она немного заранее, в 1996 году, когда основатели студии Сьерра Кен и Роберта Вильямс продали ее чуть более чем за $1 миллиард корпорации CUC International. На тот момент это казалось выгодной сделкой. Сьерра получала доступ к большим ресурсам, а Вильямсы могли сосредоточиться на развитии студии без финансовых забот. Но вскоре выяснилось, что CUC занималась мошенничеством. Она фальсифицировала финансовые отчеты
завышая свои доходы на $500 миллионов. В 1998 году обман вскрылся, акции рухнули, и CUC превратилась в Cendant Corporation. Sierra оказалась заложницей скандала. После скандала Cendant попыталась минимизировать убытки и начала распродавать активы. В результате Sierra потеряла офис в Вашингтоне, закрыла несколько дочерних студий, уволила 250 сотрудников, включая Кена и Роберту Уильямс. Фактически это был конец той Sierra, которая определяла индустрию 80-х и 90-х. После краха Cendant остатки Sierra были проданы французскому медиагиганту Vivendi. Однако для Vivendi это был всего лишь еще один актив в портфеле. И для Sierra и всех ее дочерних студий случилось то, что называется потерей идентичности. Рассказывая о своем уходе в 2002 из Impressions Games, который входил в состав Sierra, которую поглотила и переварила Vivendi, Крис Беатрис так характеризует происходившие там процессы. В те дни большинство внутренних игровых студий, включая Impressions, начинали как полностью независимые вложения разработчика и приобретались более крупными издателями для создания своего каталога. Это были отношения, которые, я думаю, могли бы быть идеальными. Разработчику не нужно беспокоиться о привлечении миллионов долларов для новой игры, как только текущая игра закончена, а издателям не нужно заниматься микроменеджментом или дизайном игры. Они могут предоставить это экспертам в данной дисциплине. Какое-то время это работало хорошо. Когда в Sierra за это отвечали правильные люди, это работало отлично. Но когда характер этих отношений был неправильно понят, это вообще перестало работать. Так Крис основал студию Tilted Mill, которая позже сотрудничала с серией SimCity, выпустила тот самый Children of the Nile, о котором я говорила выше. Но в 2010-х и ее работа была поставлена на паузу, так как в индустрии в целом и в жанре стратегий в частности начался кризис. Интерес аудитории сместился в сторону шутеров. Именно в это время в этом жанре стали происходить интересные эксперименты, новые подходы. Вышли Half-Life и Call of Duty. Кроме того, случился технологический прорыв в жанре RPG. Вышла серия Elder Scrolls и первый Ведьмак. Где мне найти спирт? А для градостроительных симуляторов наступила эпоха застоя. Идеи и механики просто заимствовались и переваривались по кругу в разных сеттингах. В общем, несмотря на то, что иногда появлялись интересные серии типа Тропика, в целом жанр ушел в нишу, которой интересовалась слишком узкая прослойка игроков. Итак, отвечая на вопрос, как создать хорошую игру, я бы сказала, что нужно сильно любить то, чем занимаешься. Игра, как я говорила выше, это способ передать опыт, это высказывание на какую-то тему. И сама тема должна тебя интересовать настолько, что глаза будут гореть несколько лет, иначе просто не хватит запала дожить до выпуска. Второй момент. Нужно постоянно искать инструмент наиболее простой передачи этого опыта. Проще говоря, игроку должно быть не только интересно, но и удобно и понятно играть. Ну и третье. Нужно доверять своей команде и уважать подходы разных ее участников. Дэвид Лестер, Саймон Брэдбери и Крис Беатрис смотрели на историю и стратегии совсем под разными углами, и каждый видел в них что-то свое. Но глубину этим играм придает как раз это. Когда в игре отпечатывается взгляд на что-то с разных сторон, получается такая стереокартинка, которую интересно рассматривать долго. И в завершении хочется сказать, что несмотря на то, что в десятых был определенный спад интереса к жанру, но это не значит, что он умер. В 2018-м вышел Frostpunk, который подходит к этой теме с новой стороны. Он добавил к стратегии тему выживания и стал хитом. Да,
Сейчас можно сказать, что тема выживания стала актуальной и для самих студий, выпускающих игры. И, вероятно, это затормозит развитие индустрии в целом. Но, так как людям вообще интересно решать такие головоломки, так как им нравится созидать, то это значит, что когда появится возможность экспериментировать и рисковать, появятся новые шедевры. Надеюсь, играть мы в них будем не в условиях фростпанка.